Меня зовут Таня. Я закончила школу в 2013. Вот, познакомилась я с проектом еще в школе. Они помогали мне с поступлением в техникум. Это очень хорошие люди. Вот. Что мне дал этот проект? Дал мне этот проект быть более взрослой, самостоятельной. Каза Валанта для меня является большим чудом, так как благодаря проекту у меня появился действительно дом. Этот проект меня очень многому научил. Я стала самостоятельным человеком, я научилась готовить и очень многому другому. Эмаус – областная организация, созданная в Харькове в 2011 году, как место, в котором в безнадежных обстоятельствах рождается надежда. Эмаус разрабатывает и реализует социально-культурные и образовательные проекты, направленные на поддержку уязвимых слоев населения. Главной целью работы организации является желание разделить жизнь человека в ее полноте. Наша задача – не просто решение встающих перед людьми проблем, а и поиск методов, благодаря которым человек способен самостоятельно идти к достойной и полноценной жизни. Мы следуем 5 принципам социальной работы, а именно. Первый наш принцип – человек в центре всего. Для нас важно достоинство человека, его стремление к счастью. Мы стремимся не просто помогать людям, а сопровождая их, решать конкретные ежедневные проблемы. Принцип второй. Начало в позитивном потенциале. Любой человек, даже очень слабый, всегда имеет жизненный потенциал. Мы опираемся на его положительные навыки и способности и стараемся помочь подросткам реализовать их мечты. Исходить из того, что есть, а не из того, чего нам не хватает. Третий принцип – это действовать совместно. Мы считаем неправильно решать проблемы за них, а мы решаем вместе с ними проблемы. Например, мы не приходим в квартиру и убираем за них, а мы убираем вместе с ними, чтобы они научили это делать сами. Мы не делаем за них домашние задания, а мы делаем домашние задания вместе с ними. Четвертый принцип формирования гражданского общества. Наш проект нацелен не только на решение проблем воспитанников нашего центра, но и на создание условий для формирования активной гражданской позиции через реализацию образовательных и воспитательных инициатив. Для нашей организации очень важен принцип партнерства и субсидиарности, который означает простую вещь. Мы бы не хотели решать колоссальные проблемы в одиночку, и для нас важно видеть тех партнеров, институты, фонды, организации, которые вместе могли бы заниматься решением той или иной проблемы, с которой мы сталкиваемся. Проект «Ла Каза Валанте» возник как возможность подарить надежду на будущее. В 2012-2015 годах были реализованы проекты «Смотря в будущее. Первые шаги» для детей-инвалидов и детей-инвалидов-сирот Харьковской специализированной общеобразовательной школы-интерната номер 8 для детей с последствиями полиомиелита и ДЦП, в рамках которых проводились общеобразовательные занятия, направленные на расширение и применение школьных знаний, занятия по профессиональной ориентации, занятия по подготовке к поступлению в средние специализированные и высшие учебные заведения. К нам в гости приходит очень много людей с разных стран, даже с разных городов. И мы очень много общаемся, и благодаря этому я узнаю очень многое другое, и также у них учусь. Я хотела бы поблагодарить Каза Валанта и всему проекту, всем людям, которые помогают, которые вложили все свои усилия и деньги, и, конечно же, свое время на нас. Действительно, для нас это очень многое значит, поэтому я благодарна за это все, и в дальнейшем, благодаря Каза Валанта, я хочу стать действительно достойным человеком, хочу также, возможно, помогать другим людям. Я считаю, я не жалею, что я выросла в интернате, потому что я благодаря интернату своему я посвящала друзей, которые находятся рядом со мной сейчас. Это Александр Семенович, это Инна, это Лали, это множество моих друзей, и это итальянцы, прочие друзья мои. Вот. И они, и, конечно же, это мой театр «Тимур», его Царство Небесное руководитель, которые сыграли большую роль в моей жизни. Когда смотришь на этих людей, хочется двигаться вперед, ты становишься более уверенным в себе. Ты хочешь тоже делать такие добрые дела, как делают они для нас.
Из этих проектов стала очевидной потребность в создании центра, в котором выпускники интерната могли бы учиться жить в гражданском обществе на равных условиях. Мы предложили им место, где они смогли почувствовать себя дома, получить финансовую, юридическую и социальную помощь в решении жизненных проблем. Вначале мы снимали квартиру для помещения центра, в котором постоянно проживали 2 девушки, и еще 15 воспитанников интерната получали возможность решения злободневных вопросов. Сегодня проект предполагает социальную адаптацию уязвимых слоев населения после выхода во взрослую жизнь через реализацию образовательных, культурных и социальных инициатив. Благодаря совместной деятельности с подростками Центр ставит себе следующие задачи для развития их способностей, помощи сознательного выбора профессии и подготовки к самостоятельной жизни в обществе. Организация и обучение ведения домашнего хозяйства, рационального использования собственных финансов. Организация и проведение дополнительных занятий по подготовке домашних заданий, успешной сдачи сессий. Проведение социально-культурных мероприятий для участников проекта и их друзей. Организация и проведение летних каникул. За время реализации проекта мы научились многому друг у друга. Центр и правда стал местом рождения надежды и благодарности. A febbraio 2013 la nostra amica Rosalba ci propone di andare a Kharkov e ci portano in uno degli orfanotrofi di Kharkov e lì conosciamo Lena e Tania. Che il problema appunto della felicità non è un problema di circostanze più o meno positive, ma era proprio un problema di affettivo, perché loro nell'amicizia con Sasha e con Inna erano proprio rinate, indipendenti, e le circostanze intorno a loro non erano cambiate. Per questo siamo rimasti amici con loro e sono uno dei rapporti più importanti che abbiamo nella nostra vita. Хотіла сказати пару слов про Лена і Танюшка, що ми бачили вже скільки років ми знайомі, і останній раз, коли ми були у них в гості, я відчувала, що вони дуже виросли такий сенс, що між собою бачила як жінка вже, які приймають їх історію, судьбу і життя дуже серйозні і особливо їх дружба. Смотря на них, очень сильно хочется, чтобы этот опыт счастья и любви был доступен и для многих других. В этом году, благодаря финансовой помощи итальянского фонда АФСИ, общественная организация «Эмаус» получила возможность купить помещение для адаптационного центра. Средства были собраны в результате рождественской акции, которая проводилась во всех городах Италии. Покупка помещения под адаптационный центр позволила нам принять еще 2 девушек на постоянное проживание. Таким образом, в центре будут проживать 4 девушки, и еще более 20 студентов-выпускников интерната смогут стать благополучателями проекта. Девушки будут проживать в доме 5 лет на момент решения жизненных проблем, обучения в вузах и трудоустройства. Сегодня остается открытым вопрос о содержании помещения адаптационного центра, а именно: проведение капитального ремонта, покупка специализированной мебели для детей с последствиями ДЦП, оплата коммунальных платежей, покупка необходимых товаров для жизнедеятельности в адаптационном центре, вопрос о трудоустройстве воспитанников центра, помощь в социальной и физической адаптации подростков, психологи, юристы, массажисты, логопеды и так далее. Мы ищем партнеров в реализации данного проекта. Маленький вклад может стать большим началом воплощения в жизни данного проекта, реализация которого позволит уязвимым слоям населения города Харькова ощутить себя полноценными членами современного общества, а нам со своей стороны научиться их жизнелюбию и надежде.